Буквально на днях появилось несколько неприятных новостей, которых все так боятся в последнее время. А именно сенатор Шеррод Браун заявил, что США начнет полностью запрещать и блокировать криптовалюту после многомиллиардных махинаций Кудрявого Сэма. Компания Microsoft начала запрещать майнинг на своих сервисах, после чего требуется письменное разрешение на добычу крипты. Ранее представители ЕЦБ выдвинули запреты против крипты. Множество европейских стран также поддерживают блокировку цифровых валют. И я думаю, вы прекрасно видите, как на это реагирует рынок. Некоторые могут подумать, что крипта падает вообще не из-за этого, на что я вам отвечу нет. Крах FTX стал отправной точкой для властей США, ведь они могли терпеть многое, но не 30-летнего Бэнкмана Фрида, который в открытую развивал свою империю, после чего желание заблокировать крипту только увеличилось. И теперь вы действительно думаете, что FTX никак не повлияло, или что в нашем прошлом ролике был слишком громкий заголовок. Я ни в коем случае не хочу вас напугать или поднимать панику, ведь полностью заблокировать крипту невозможно, но поставить на колени, ой, как легко. Я имею в виду, что крипту не обязательно блокировать, достаточно начать двухлетний суд, как это было в случае с Ripple, и все быстрые транзакции и низкие комиссии станут никому не нужны. Да, крипта децентрализована, да, она анонимна и идеальное платежное средство, но она легко ломается под давлением запретов на майнинг, запретов на использование, блокировку бирж и так далее. Поэтому в сегодняшнем ролике мы разберем вопросы полного запрета, возможно ли запретить крипту, в каком формате это будет происходить, когда начнутся первые блокировки, ну и конечно же, как это отразится на рынке крипты. Всем привет, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. В сегодняшнем видео мы поговорим о запрете крипты, но помимо полного запрета, также важным вопросом является регулирование. И как раз таки на эту тему мы готовим масштабный крутой ролик, который вы 100% должны увидеть, поэтому ставим как можно больше лайков и ролик выйдет гораздо раньше. Ну и конечно же не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, ведь именно там вы можете получать всю самую важную информацию до публикации наших роликов. Итак, после начала судебного процесса Бэнкмана Фрида правительство США проводило большое количество заседаний, в которых решало, что же делать с этой проблемной криптовалютой. Сенатор Шеррод Браун заявил, что федеральные агентства должны обратить внимание на крипторынок и, возможно, полностью запретить его после громкого краха биржи FTX. Браун сказал, что Министерство финансов и все различные агентства должны собраться вместе и оценить любые возможные действия, связанные с крипторынком, и добавил, может быть запретить его полностью, хотя запретить его очень сложно, потому что он уйдет в офшор. И он был чертовски прав, но об этом чуть позже. Для начала давайте подробнее разберем, можно ли действительно заблокировать криптовалюту или нет. Думаю, вы прекрасно знаете, что такое биткоин, и я не открою вам Америку, если скажу, что его можно майнить. Так вот, чтобы заблокировать биткоин, сперва нужно заблокировать майнинг. Запрет майнинга – тема далеко не новая, ведь уже множество стран запрещают добывать крипту. Ранее одной из самых популярных стран по майнингу был Китай, но по сегодняшний день майнинг в этой стране запрещен. Только проблема в том, что даже при жестком запрете Си Цзиньпина биткоин как майнили, так и продолжают майнить, о чем свидетельствует график хешрейта по странам. Да, официальный запрет есть, уголовное наказание тоже, но что после этого китайцы стали меньше добывать монет? Никак нет. После запрета рынок майнинга просто разделился на два пути. Легальный, когда майнерам пришлось перевозить свое оборудование по всему миру, а в основном в Казахстан, Россию и, конечно же, Америку. А те, кто переезжать не хотели, выбрали криминальный черный путь и начали добывать биткоин подпольно, из-за чего по всему Китаю полицейские внимательно прислушиваются к каждому ангару, который подозрительно шумит. Но майнеры же находятся не только в Китае, верно? Люди майнят крипту по всему миру, так вот самое главное, как этот запрет повлиял непосредственно на цену биткоина. А я вам скажу, не самым положительным образом. Те, кто давно в крипте, прекрасно помнят тот теплый майский день 2021 года, когда Китай объявил о полном запрете крипты, и биткоин буквально за одну неделю скатился на 50%, с 60 до 30 тысяч долларов. Это была одна из первых серьезных проверок биткоина, и, честно говоря, он ее прошел не особо успешно. Как вы видите, для того, чтобы биткоин потерял половину своей стоимости за неделю, не нужно блокировать крипту по всему миру. Хватает буквально
буквально одной новости с Китаем. Да что уж там новости, банальные слухи о запрете, и он уже будет лететь вниз и тянуть за собой остальные монеты. Криптовалюта в целом вещь очень хрупкая, особенно в последнее время. Вот буквально 3 дня назад Илон Маск опубликовал опрос, стоит ли ему уйти с поста гендиректора Twitter. Так что вы думаете, Dogecoin сразу полетел вниз более чем на 10%. Но на этом падении участники Coin22 Pro получили от 20% прибыли. Ведь они еще за один день до начала падения получили подробную аналитику, в которой технические индикаторы указывали на снижение цены. С помощью аналитики они вовремя открыли шорт-сделки, а позже приступили фиксировать свою прибыль. Подписка Pro позволяет абсолютно каждому получать профессиональный и прибыльный анализ рынка от аналитиков Coin22. Поэтому если ты не желаешь тратить лишнее время на анализ криптовалюты, переходи по ссылке в описании, получай приятную новогоднюю скидку и начни зарабатывать с Coin22 Pro уже сегодня. Дополнительно к запрету майнинга в Китае запрещено вообще пользоваться криптой. То есть платить за товары, еду в ресторане и так далее. Но давайте будем откровенны, сколько в вашем городе есть мест, где можно расплатиться криптой точно так же, как и банковской картой? 1-2 магазина или в большинстве случаев 0. Так вот, запрет на использование в офлайне особого смысла не имеет. А вот использование крипты для оплаты в интернете – это уже другое дело. На сегодняшний день многие сервисы, сайты или интернет-магазины предлагают проводить оплату в крипте. В принципе, это достаточно удобно, особенно если вам необходимо провести оплату в долларах. В таком случае ваш банк не будет взимать деньги за конвертацию. Но если, допустим, США запретит своим интернет-магазинам принимать оплату в крипте, что будет в этом случае? Кардинально это игру не перевернет. Придется пользоваться картами, и на крипту это особо не повлияет. Более интересный вопрос заключается непосредственно в блокировке бирж. Ведь если в вашей стране блокируют какую-нибудь биржу, вы не сможете ни торговать, ни продавать, ни покупать крипту. И скорее всего именно такого запрета желают власти. Например, в том же Китае после запрета использования крипты были заблокированы приложения бирж Binance, OKEX и Huobi в китайских сервисах наподобие Play Market и App Store. Но при этом скачать в других сервисах приложения можно. Власти это прекрасно поняли и обратились к биржам, чтобы те не давали доступ китайцам к торговле. Тогда Huobi постепенно начала ограничивать доступ пользователям с Китая и запрещала им проходить регистрацию. Но сами понимаете, биржа, которая зарегистрирована в офшорах, вообще все равно откуда ее клиенты. Самое главное на них зарабатывать. А отказываться от такого большого рынка пользователей приведет только к колоссальным денежным потерям. В то время Binance опять оказалась умнее всех и просто ввела ограничения на китайские IP-адреса, потому что такое ограничение легко обойти с помощью VPN. И в таком случае к бирже не придраться, нужно уже запрещать использование VPN. В принципе, это еще одно доказательство того, что криптовалюту заблокировать достаточно сложно. Чтобы вы понимали, попыток запрета было очень много. Еще до октября администрация Байдена в последние месяцы работала над разработкой правил криптовалюты, но правительство США оказалось между двумя крайностями, не желая активно блокировать криптовалюту из-за опасений убить растущее и потенциально прибыльное направление, но также решило не отказываться полностью от контроля незаконных криптоплатежей. В мартовском распоряжении и последующих стратегических документах Байден пообещал как поддерживать развитие криптовалют, так и ограничить их незаконное использование. Это две цели, которые США уже давно пытаются соединить, когда речь идет о цифровых деньгах. А администрация Байдена ясно дала понять в своем указе, насколько сильно правительство США хочет иметь и то, и другое. Но, к сожалению, до сегодняшнего дня ничего со всего этого документа выполнено не было. Тем не менее, правительство всегда рассматривает любую сферу с точки зрения дохода, и для них лучшим вариантом будет контролировать этот рынок и получать с него хороший процент, чем просто блокировать. Но риторика властей резко изменилась после того, как начали всплывать все самые страшные секреты кудрявого Сэма. Крах FTX наглядно всем показал, что можно творить в этой сфере все что угодно, ведь никто не контролирует или регулирует, чем ты занимаешься. И это стало отправной точкой, чтобы власти начали ускорять решение вопроса блокировки крипты. Без всяких преувеличений FTX реально убила крипту. Вы можете подумать, что это событие очередная новость, которую забуду через пару дней, но хочу вас огорчить, это не так. До краха биржи рынок крипты переживал далеко не лучшие времена. Тем не менее, биткоин пытался вырваться выше 20 тысяч долларов и, возможно, даже бы закрыл этот год выше этого уровня. Но банкротство усугубило ситуацию еще больше. Биткоин улетел вниз и теперь топчется на одном месте, не зная, что ему делать дальше. Но хоть до 10 тысяч не падает, и на этом спасибо. А остальная крипта, да на нее смотреть больно. Та же бедная Solana полностью уничтожена, по-другому это не назовешь. Ведь если раньше она была перспективной монетой, которая стоила 250 долларов, то сейчас крах FTX добил ее окончательно. А такие решающие мысли о блокировке властей США ни при каких условиях
условиях не дадут расти не только Solana, а в целом всей крипте. Из сегодняшнего ролика вы должны понять, что криптовалюту полностью заблокировать практически нереально. Но помните, вначале я сказал, что ее можно поставить на колени? Так вот, крипта на них уже стоит. Властям не нужно бегать за каждым отдельно и проверять, скачан ли у вас на телефон Binance. Достаточно сделать пару заявлений, что крипту будут блокировать, поугрожать парочку биржам и сделать какие-то ограничения для майнинга. И вы не успеете заметить, как цены всех монет полетят вниз. И чем это хуже блокировки? Гораздо лучше, когда у инвестора пропадает доверие к рынку, и он самостоятельно не желает с ним больше связываться, чем ему это будут запрещать. Ведь, как говорится, запретный плод сладок. Понятно, что сейчас у крипты самое худшее время, которое было за всю историю. Цены падают, новые проекты создаются все меньше, и никто не знает, когда это все закончится. Перестану ли я инвестировать в крипту? Да нет. Крипта — это неплохой инструмент для трейдинга. Здесь просто нужно максимально правильно диверсифицировать свои деньги. И как говорил сам CZ, нужно инвестировать только те деньги, которые вам не жалко потерять. Если желаете инвестировать в надежные активы и получать небольшую стабильную прибыль, из личного опыта могу сказать, переходите на рынок американских акций. Я сам храню часть своих денег в ценных бумагах, ведь этот рынок контролируется, регулируется, и такого беспредела, как с FTX, нет. Вопрос о полном запрете интересный, сложный, и поэтому можете задать все вопросы в комментариях. Мы стараемся отвечать на каждый. Спасибо тем, кто досмотрел ролик до конца. Не забывайте переходить в наш телеграм-канал, ведь там много интересной информации. И увидимся в следующем видео. До скорых встреч!